Всех приветствую на канале Люблю готовить. Меня зовут Сергей. И сегодня я вам покажу одно очень хорошее вкусное тайское блюдо. Жареный тайский рис со свининой. Много рецептов видел на YouTube каналах у хороших YouTube блогеров. Сегодня поделюсь подробным вкусным рецептом, которому меня научил один очень хороший мой товарищ и друг шеф-повар из ресторана, который, к сожалению, сейчас уже не существует. Много рассказывать по этому блюду не буду, много очень ходит информации и помещу всю информацию по нему в описании. А так, сейчас мы перейдем и посмотрим, какие продукты нам с вами будут нужны. Так, дорогие друзья, вот все обилие продуктов, которые нам потребуются. Но не нужно пугаться большого количества ингредиентов. Вы можете что-то убрать, что-то добавить от себя. Самое главное соблюсти ингредиенты по соусам. Ну и, естественно, купить хороший рис жасмин. Итак, мы начнем. Мы возьмем вот такой вот рис жасмин, свиную вырезку. И что нам потребуется по овощам? Перец болгарский, лук репчатый, грибы шиитаке, шампиньоны, брокколи, морковь, перец чили, капуста белокочанная, естественно, и чесночочек. По соусам мы сегодня возьмем соус устричный, кунжутное масло, соус рыбный, соус соевый классический светлый, соус соевый темный, смесь перцев, соль и сахар. Но для начала нам с вами нужно будет отварить рис, поскольку он варится 15-20 минут. И за это время, пока он варится, мы с вами подготовим другие ингредиенты. Как правильно варить рис несливным путем, сейчас я вам покажу. Так, дорогие друзья, рис я уже заранее промыл 3 раза. Залил водой в пропорциях 1 часть риса, 2 части воды. Вы можете это отварить в рисоварке, я варю в кастрюле. Так, для тех, кто будет варить в кастрюле, и особенно у тех, у кого отсутствует мерник, мало таких, но мы есть. Показываю, как определить правильные пропорции воды и риса. Берем фалангу, вот по такую часть фаланги, от поверхности риса до окончания поверхности воды у вас должна быть вода. Тавтология, но все же. Все, ставим палец, видим, по фалангу у вас вода, с каждого края замеряем. Все, пропорции воды соблюдены. Ставим на огонь, ждем закипания, накрываем крышкой и варим 15-20 минут. Ну а пока наш рис варится, нам надо сделать очень вкусно грибы шиитаке. Сейчас я вам покажу как. Так, дорогие зрители, пока наш рис с вами варится, набирает температуру и будет закипать, нам нужно с вами приготовить грибы шиитаке. Как я говорил ранее, я их заранее замочил. Ну а теперь нам надо придать им хороший вкус, чтобы в каждом блюде они были не просто грибами с непонятным вкусом, а с ярко насыщенным ароматом и вкусом. Так, берем грибы шиитаке, высыпаем на сковородку, добавляем немного воды. Включаем газ и ждем, пока все это у нас закипит. Добавим с вами соуса. Устричный соус 1 ложка. Кунжутное масло. Вот такой темный соевый соус. Тоже где-то примерно столовая ложка. И буквально грамм 5-7 сахара. Вот так они кипят у нас минут 10-15. Итак, наши грибы готовы, я уже их выключил. Пусть они настаиваются и впитывают вкус нашего соуса. Рис практически закипел, и через 5 минут мы накроем его крышкой. Итак, дорогие друзья, наш рис с вами закипел. Накрываем крышкой. Делаем огонь чуть слабее. Не забываем за ним следить. 10-15 минут, и наш рис готов. Итак, дорогие друзья, наш рис с вами готов. Он выпарился. Ни одной рисульки там не пригорело. Ну, небольшая корочка есть на дне, но не без этого. Но никакого горения. Все. Теперь данный рис настаивается 10-15 минут. Он должен пропитаться ароматом. Как говорит товарищ Лазарсон, все должно пожениться. Все, пока все у нас там впитывается, все ароматы, мы продолжим с вами нарезать продукты. Сейчас мы нарежем с вами мясо. Вот берем такой кусочек свинины, свиной вырезки,
и нарезаем его тонкими пластинами. Так, дорогие друзья, мясо мы нарезали. Убираем обратно в миску. И простите меня, пожалуйста, я вам еще не сказал один ингредиент. Это яйцо. Ни один тайский рис не делается без яйца. Прошу прощения. Далее мы с вами берем овощи и нарезаем. Начнем с болгарского перца. Возьмем небольшой срез и нарежем это красиво. Вот сейчас я вам покажу как. Нарезаем на вот такие красивые ромбики. Теперь возьмем небольшую часть капусты и также с вами нарезаем. Все, вот этого количества будет достаточно. Шампиньоны режем на 4 части. Ну, если большие, можно вот так вот порезать. Берем лук белый, и нам с вами потребуется небольшая часть, режем перьями. Вот такими маленькими, чтобы было красиво. Можете нарезать просто соломкой. Берем морковь, ее тоже мы нарежем достаточно красиво. Я вам покажу как. Берем овощечистку и с каждой стороны 2-3 раза проходим, делаем морковь квадрат. Примерно вот так она у нас должна получиться. Делаем надрезы. Где-то примерно под 45 градусов. Придаем рисунок морковки. И нарезаем толщиной 2-3 мм. Вот такие красивые квадратики у нас с вами получатся. Так же, как и шампиньоны, режем грибы шиитаке на 4 части. Дорогие друзья, вот все наши ингредиенты готовы. Разложил все по мисочкам для удобства приготовления. Напомню вкратце, что у нас с вами присутствует. Рис жасмин тайский, уже отваренный. Грибы шиитаке, шампиньоны, брокколи. Морковь, лук репчатый, перец болгарский 2 цветов. Свиная вырезка. Яйцо, о котором я забыл, но напоминаю. Соль, сахар. Лук зеленый, кинза, перец чили и нарубленный чеснок вместе с чили. Теперь предлагаю пройти и это все приготовить. Все, приступаем к нашей вкусной части. Ставим сковородку, даем прогреться. Все, сковородка прогрелась, наливаем подсолнечного масла обычного. Налили масло, и на данный момент мы сейчас будем обжаривать яйцо. Кому легче, можно это взбить венчиком и вылить как омлет. Ну, в принципе, даже не в принципе, можно делать вот так, как я. Все, оно жарится, и чуть позже мы его начнем перемешивать. Перемешиваем, нам нужно, чтобы образовались хлопья. Все, обжаренное яйцо убираем на рис. Наше масло прогрето. Забрасываем чеснок и чили и обжариваем, но не даем пригореть чесноку, чтобы не было горького запаха и горького вкуса. Примерно до золотистой корочки обжариваем, вот буквально еще секунд 20. Можно видеть, как маленькая часть чеснока начинает гореть, ну, точнее они поджарились. И в этот момент выкладываем мясо на сковородку. Делаем огонь чуть-чуть меньше, чтобы мясо прихватилось и чеснок не горел.
Так, прижариваем мясо, чтобы не оставалось сырых кусочков. Убираем чуть в сторонку и выкладываем наши заранее заготовленные овощи. Овощи добавили, и у кого какая плита, лучше готовить на газу. Более хороший прогрев сковородки и более лучший жар. Если вы готовите на среднем огне, минуты 2 прожарьте овощи, вот те, которые вот сейчас в миске. Этого будет достаточно. Повторюсь, из ролика в ролик, все овощи в тайской кухне готовятся до среднего состояния, аль денте. Они не должны быть вареные, на все 100% приготовленные. Самый смак, когда вы чувствуете свежесть овощей, то есть вы понимаете, что овощи поддались тепловой обработке, но они не готовы в кашу. Также сохраняется здесь максимальное количество всех полезных витаминов и микроэлементов. Ну, настолько, насколько это может сохраниться. Вот до такого состояния мы прижарили мясо и овощи. Дальше подготовленные грибы и капуста брокколи. Все также минуты 1,5-2. Но опять же повторюсь, в зависимости от того, какая у вас плита, какой жар плиты. Здесь я пытаюсь готовить на максимальном огне, насколько позволяет давление газа. Все, наши с вами овощи готовы. Выкладываем рис. Начинаем добавлять соуса. Возьмем сахара, все сыпем на рис, соль, опять же покажу вот такой светлый соус, буквально 1 ложку, чуть-чуть больше, поскольку я готовлю другое количество риса, немножко больше, чем будет написано в пропорциях в описании, и ложку рыбного соуса. Вот. Так. Итак, мы с вами все соуса сюда добавили, но не забываем про перец. Самый лучший перец, который подойдет сюда по аромату и по вкусу, это белый перец. За неимением белого перца я использую смесь 5 перцев. Тоже очень будет вкусно. Буквально, ну, для себя я чуть больше оборотов делаю. Вот буквально чуть-чуть для аромата. Сделали. Делаем сильный огонь. И начинаем перемешивать наш рис, вымешивать. Вот как раз появляется и зелень, и обжаренное яйцо, хлопья яйца. И получается рис достаточно очень красивым и вкусным. Самое главное, хорошо вымешать. Все, вымешиваем, и через 1-2 минуты наше с вами блюдо уже готово. По аромату здесь будет чувствоваться у вас немножко рыбный соус и придаст пикантный аромат соевый соус. Все остальное вот здесь это смесь всех ароматов овощей, мяса и белого перца. То есть все, смотрите, огонь у меня не такой уж сильный на данный момент. Ну, не позволяет давление газа эта плита. По факту наш рис практически с вами готов. И, как вы можете заметить, он не превращается в кашу. Рис не должен быть кашей. В этом блюде он должен быть рассыпчатым. Какой вкусный аромат. Наш рис готов. Сейчас мы идем выкладывать, и я вам покажу, как можно выложить красиво, без особых украшений, листьев салата, чтобы много-много не декорировать. Все, отправляемся выкладывать. Вот так вот на низ выкладываем все красиво нарезанные овощи.
И начинаем выкладывать рис. Выкладываем мы с вами немножечко с горочкой данную тарелку и приминаем чуть-чуть ложкой. Итак, мы с вами выложили это в миску, и нам нужно поместить это все на нашу тарелку. У кого нет опыта перекладывания вот из этой миски данную плоскую тарелку, можно сделать очень просто. Переворачиваем тарелку, ставим плюс-минус по центру, перевернули и снимаем нашу миску. И вот такая красота у нас с вами получается. Дорогие друзья, наш рис с вами готов. Предлагаю попробовать. Дорогие друзья, попробую я описать вам вкус столь чудесного риса. Здесь сочетается и рыбный, и соевый соус, и свежесть овощей. И очень хороший аромат дает белый перец. Даже не знаю, с чем сравнить, с простым пловом, точнее не с простым, хороший плов очень вкусен. Вот здесь очень сильно все отличается. Попробуйте, приготовьте и напишите в комментариях, как у вас получилось. Если вам нужны будут какие-то советы по приготовлению, узнать какие-то нюансы, пишите, всегда отвечу. Если вам понравилось это блюдо и мой ролик, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Всем удачи, хорошего настроения и приятного аппетита!